Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о телефоне Xiaomi Redmi 4X и об моем личном отзыве о опыте эксплуатации спустя полгода. Как вы знаете, на своем канале я также делал подобный видеоролик, он где-то примерно был выпущен летом, спустя 2 месяца после использования. Я уже учел все ошибки этого видео, чтобы мне не писали о том, что ты там про распаковку рассказываешь, про еще что-то рассказываешь, а сегодня я вам конкретно расскажу лично свое мнение от опыта эксплуатации и о вообще в принципе дальнейшей судьбе данного телефона. Начну, друзья, также вот именно с такого вот аспекта, как защита телефона. Чтобы сохранить спустя вот даже полгода вот именно заводской вид своего смартфона, нужно обязательно поставить на телефон стекло и чехол, поскольку это очень важные компоненты, которые позволят вам сохранить телефон в вот таком вот, можно сказать, хорошем заводском виде и безо всяких проблем. Как бы данный телефон у меня уже падал, может 1-2 раза, но при этом все меня дело спасало вот именно чехол и защитное стекло. Теперь же поговорим о плюсах и минусах данного телефона. Главным плюсом данного телефона является то, что за относительно небольшие деньги мы получаем очень хороший смартфон, который у нас уже сейчас обновился до 7-го Android. Также сейчас вы это все дело сможете увидеть. Вот у нас получается 7-й Android. Но также не обращайте внимания на еженедельную версию, поскольку уже и на стабильной версии 8.5.4.0 уже присутствует 7-й Android. Я считаю это главным достоинством данного телефона. Также добавляет всему этому телефону, значит, такой изысканности и интереса новая оболочка Mi A9, которая у нас поддерживает, точнее, добавляет телефону кучу возможностей, начиная от вот разделения экрана и заканчивая оптимизацией и автономностью. Но автономность у нас будет с вами следующий плюс данного телефона. Вот. Ну и уже переходя, вот давайте к следующему плюсу, это у нас получается автономность. Автономность в данном телефоне очень и очень большая, даже спустя полгода нету никаких просадок в плане батареи, нету никаких косяков в плане батареи. Да, конечно, помню, в летом у меня возникали проблемы с недозарядом, но то по вине китайцев наших, и поэтому как бы на это дело, я думаю, что уже обращать внимание не стоит. Поэтому автономность более чем у нас достаточная, ее хватает при таком, знаете, среднем использовании телефона, звонки, интернет, 3G, 4G и тому подобное, ну даже 4G не будем брать во внимание, 3G больше, вот, то примерно телефона хватает на 2-2,5 дня. Но если уж сильно постараться, то можно вообще и 3 дня выжить, но это все зависит от вашего использования телефона. Следующий плюс, который я бы хотел бы отметить, это начинка. Да, вы мне можете сказать, что 435 Snapdragon, он не очень топовый, он там не игровой и тому подобное. Но, ребята, опять же, мы покупаем с вами телефон за примерно, ну, где-то $100, $105 мы с вами покупаем телефон. И, в принципе, для такого телефона такой процессор будет очень и очень хороший, очень и очень полезный. В принципе, вы можете играть во все современные игры относительно без лагов и на средне-высоких настройках. Это также следующий плюс, который я бы хотел бы отметить. Также следующий плюс это сканер. Но опять же, знаете, сканер, он может быть кому-то полезен, кому-то нет. Раньше я плевался по поводу сканера, но сейчас я к нему уже привык и как бы не могу от него уже что ли отвыкнуть. Поэтому я тоже считаю это хорошим плюсом. Также плюсом я бы мог бы отнести хорошую сборку, ничто нигде не люфтит, никаких проблем с телефоном, в принципе, уже спустя полгода эксплуатации нету. Хороший дизайн, вот, нету проблем, знаете, вот именно с музыкой, хотя может быть мне некоторые могут сказать, что вот тут плохие динамики, вот, но все же меня это все дело устраивает, и поэтому как бы плюсы вот лично по моему мнению на этом и заканчиваются. И теперь перейдем с вами к минусам. Первый минус, который я бы хотел бы отметить в данном телефоне, он у нас будет являться не аппаратным, а программным. Программным, я что имею в виду, это у нас отсутствие в стоковой прошивке, точнее в оригинальной прошивке цветного индикатора. Индикатор у нас в оригинальной прошивке беленький, это разработчики объяснили тем, что они решили таким способом сэкономить нам автономность батареи, хотя лично по моему мнению это полнейший бред. Следующим минусом, которым я также, вот знаете, немножечко недоволен, это камера. Хотя, в принципе, что я хочу от телефона за $100, чтобы в нем была какая-то флагманская камера, нет. Снимки получаются, в принципе, в светлое время дня, такие, знаете, насыщенные, контрастные, и видео также само получается, цветное и контрастное. В ночное время или вечернее время, конечно, частота кадров падает, и поэтому в ночное время я бы не рекомендовал бы вам как бы
это заниматься фотосъемкой или видеосъемкой также. Для съемки блогов тоже все это дело не подойдет, я уже как бы пробовал это все дело, так знаете, снимать и делать, но мне лично не зашло. Ну и в принципе, друзья, вот на этом вот лично мои такие вот минусы, это касательно индикатора и такой средней статистической камеры, это в принципе все, что я мог бы выделить вот лично по своему субъективному мнению, поскольку все остальное меня в данном телефоне в полной мере устраивает. Вот по поводу дальнейшего того, что в этом телефоне будет, я думаю, что до 8 андроида его может быть обновят, может быть и нет, поскольку как бы уже одно обновление наш телефон с вами получил, вот, и я думаю, что восьмерка будет 50 на 50. Вот по поводу того, что стоит ли сейчас брать данный телефон или нет, я бы сказал бы, что стоит, но на 3.32 или на 4.64, хотя по факту мне и 2.16 тоже в полной мере хватает. Вот сейчас вы можете убедиться в том, что у меня оперативной памяти 2 и внутренней памяти у меня 16, поэтому мне в принципе этого всего дела хватает. Поэтому я бы, знаете, больше бы сказал бы да, чем нет в плане покупки данного телефона. Вот, ну и соответственно, как бы сейчас вот у нас там всякие скидки идут, и поэтому данный телефон вообще можно со всякими там, знаете, кэшбэками, со всеми там купонами или тому подобному урвать за очень хорошую сумму и радоваться этому телефону, поскольку действительно модель получилась очень и очень годная, очень и очень хорошая, и поэтому я в свое время, когда его покупал, вот уже спустя полгода, не жалею, знаете, ни капли о том, что я приобрел именно данный девайс. Если вам данное видео было полезным и интересным, не забудьте поставить ему лайк, также подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и задавайте все интересующие вас вопросы. Ну а сегодня с вами был Илья, и всем до новых встреч!